Горячий привет самодельщикам и дауншифтерам. Приближается лето, и включать кондиционеры придется уже по новым тарифам на электроэнергию. Много лет назад для экономии энергии я уже создавал зеркальные шторы для деревянных оконных рам. Но для пластиковых оконных рам это решение адаптировать не удалось. Так что на этот раз я спроектировал зеркальные рулонные шторы уже для современных пластиковых окон. Затем я произвел точные замеры, чтобы определиться с количеством материалов. Большинство исходных материалов я купил в строительном магазине по смешным ценам, так что 1 метр квадратный этих рулонных штор мне обошелся всего в 2-3 доллара. В качестве светоотражающей поверхности я использовал зеркальную изоляционную пленку для организации теплых полов. Неармированная зеркальная пленка хорошо накручивается даже на самый узкий барабан. А армированная зеркальная пленка на тонком барабане образует слишком рыхлый рулон. Но мы устраним и эту проблему. А чтобы узнать, как это сделать, давайте перейдем к деталям этого проекта. Барабаны для рулонных штор я нарезал из легкой тонкостенной пластиковой трубы, предназначенной для прокладки электропроводки. Чтобы можно было заполнить барабаны балластом, я изготовил торцевые заглушки из картона, который отрезал от какой-то упаковочной коробки. Балласт требуется для более плотной намотки пленки на барабан. Если барабан слишком легкий, то рыхлый рулон может застрять между стеклом и неподвижными шнурами. В качестве балласта можно использовать песок. Вес балласта подбирается в соответствии со свойствами пленки. Для жесткой пленки требуется более тяжелый балласт. Картонные пробки я закрепил густым полимерным клеем, также купленным в строительном магазине. Для снижения веса балласта в середину барабана можно натолкать газетную бумагу. Для крепления зеркальной пленки к верхней части оконной рамы я использовал кабель-канал с сечением 12 на 12 мм. А эти отверстия в кабель-канале предназначены для крепления соединительных планок. Планки для крепления кабель-канала к оконной раме я изготовил из F-профиля, который остался от оконных откосов. Но вы можете использовать любой пластик под цвет своей рамы. Все крепления я осуществил с помощью винтов на 2,5 мм. Не забывайте подкладывать шайбы, чтобы лучше распределить нагрузку на пластиковых деталях. Чтобы определиться с длиной этих планок, я масштабировал чертеж профиля рамы с сайта производителя и сделал соответствующие замеры. Это также позволило мне определиться и с длиной винтов, которые крепятся к внутренней стальной арматуре пластиковой оконной рамы. Серьги для фиксации подвижных шнуров я изготовил из медной проволоки и стальных винтов, которые спаял оловом. Для пайки стали вы можете использовать любой активный флюс или изготовить этот флюс самостоятельно из цинка от солевых батареек и соляной кислоты. Конечно, после активного флюса нужно тщательно промыть пайки. При всей своей простоте эти петли успешно заменяют шкивы. Для удержания шторы в открытом состоянии требуется противовес. Я использовал для этой цели медицинский шприц, который можно заполнить песком или металлоломом. Вес противовеса подбирается экспериментальным путем. Если окно слишком высокое, то противовес придется модифицировать, чтобы можно было открывать и закрывать штору, не становясь на стул. Перед окончательной сборкой рулонных штор я разметил места для сверления отверстий в оконных рамах с помощью вот этой сборочной единицы. А затем я просверлил отверстие и нарезал резьбу. При нарезке резьбы используйте смазку, например, мыло, чтобы не сломать метчик в стальной арматуре оконной рамы. Если же такое все же случится, то можно просверлить дополнительное отверстие рядом с уже имеющимся. Способ крепления штор с помощью пластиковых планок позволяет это сделать. При фиксации верхнего края пленки следует обеспечить прямой угол между боковым краем пленки и кабель-каналом. Если что-то пошло не так, прочность пленки позволяет повторить процедуру и исправить ошибку. Я использовал двухсторонний скотч для фиксации нижнего края шторы на барабане.
Вы можете применить любую импровизированную оснастку для обеспечения прямого угла между полотном пленки и барабаном. Если вы используете армированную зеркальную пленку, то можно усилить соединение, проклеив его малярным скотчем. Окончательную сборку рулонной шторы лучше выполнять на большом столе. Для надежной фиксации шнуров на их концах следует завязать петли. Длину фиксирующих и подвижных шнуров вы можете подобрать прямо во время сборки. Я использовал витой нейлоновый шнур, который обеспечивает низкое трение с металлическими серьгами. Наверное, лучше было бы использовать плетеный шнур, но он на порядок дороже витого. Так что я плетеный шнур в этом качестве не испытывал. Для установки рулонных штор на оконную раму вам потребуется вкрутить всего 4 винта. Затем нужно натянуть ограничительные шнуры, которые будут прижимать барабан к стеклу. А в самом конце необходимо отрегулировать длину подвижных шнуров так, чтобы рулон занял строго горизонтальное положение. В конце вам следует закрепить концы подвижных шнуров одним из крепежных винтов. Если штора очень узкая, подвижные шнуры могут сдвинуться в сторону и нарушить работу механизма. Тогда следует продеть и ограничительные, и подвижные шнуры через отрезки фторопластовой или полипропиленовой трубки. То есть эти трубки должны легко скользить по шнурам. Это решит проблему узких рулонных штор. Вот так это работает. Теперь я готов к жаркому лету и высоким тарифам на электроэнергию. Если все ваши окна выходят на солнечную сторону, то вы сможете сэкономить до 60% энергии, затрачиваемой на кондиционирование воздуха. Поддержите канал подпиской, если вам понравился ролик. До встречи на канале.